Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре. Летнее солнцестояние – самый длинный день и самая короткая ночь в году. В 2026 году этот день приходится на 21 июня. С древних времен для людей это было особенное время. Солнце достигало высшей точки своего годового пути, после чего дни постепенно начинали убывать. Неудивительно, что многие народы это время отмечали праздниками, проводили различные обряды и вели наблюдение за небом. На Британских островах и в Ирландии значение солнцестояния для людей было весьма велико еще со времен неолита. То есть за много сотен лет до появления на этих островах кельтов здесь были созданы памятники, связанные с движением солнца. Самый известный из них – это мегалитический памятник, называемый Стоунхендж. Он находится в Англии. На рассвете дня летнего солнцестояния солнечные лучи проходят через определенную линию камней, и тысячи людей до сих пор собираются там, чтобы встретить восход солнца. Не только на Британских островах, но и в Ирландии сохранились мегалитические памятники, связанные с важными астрономическими событиями, солнцестояниями, равноденствиями и лунными циклами. Это указывает на тот факт, насколько внимательно жители неолитической Ирландии наблюдали за движением Солнца и Луны. С древних времен небесные явления помогали определять время года и были тесно связаны с сельским хозяйством. Спустя многие века, а может быть и даже тысячелетия после строительства вот этих древних мегалитов, курганов и каменных кругов, на Британских островах и в Ирландии распространились кельтские языки и культура. А их носители застали, соответственно, уже эти загадочные памятники очень древними и воспринимали многие из них как священные места из далекого прошлого и почитали их соответственно. Однако здесь и возникает главный вопрос, как именно кельты праздновали летнее солнцестояние. Мы знаем об этом крайне мало. В отличие от Самайна, Билтейна и Имболка, этот праздник почти не описан в ранних ирландских источниках. Даже само понятие «лита», вот которым сейчас в современном мире очень часто обозначают летнее солнцестояние, происходит не из кельтской традиции. В VIII веке английский монах Беда Достопочтенный записал древнеанглийские названия месяцев и упомянул месяцы раннее лито и позднее лито, между которыми находился день летнего солнцестояния. Обычно их сопоставляют с июнем и июлем. Точное значение слова «лито» остается предметом споров. Чаще всего исследователи связывают это слово с тихой и благоприятной погодой середины лета. Современные неоязычники используют название «лито» как раз-таки для обозначения праздника летнего солнцестояния. Хотя доподлинно неизвестно, существовало ли такое название у древних кельтов. Но, тем не менее, некоторые традиции середины лета все же сохранились. И знаем мы о них главным образом благодаря позднему христианскому празднику – Дню Святого Иоанна, который отмечается 24 июня. Это день, когда по преданиям родился этот святой. Канун праздника – это вечер и ночь 23 июня. Во многих странах Европы этот день как раз-таки известен как Иванов день или Ночь Святого Иоанна. Именно к кануну 23 июня в Ирландии, Шотландии, Уэльсе и многих других странах Европы были приурочены костры середины лета. И вот именно с этим днем, с кануном Дня Святого Иоанна, и оказались связаны многие народные обычаи, уходящие корнями в более древние представления о середине лета. В Ирландии канун праздника иногда называли Ихе Тине Кнаф – Ночь костяного огня. Считается, что это название связано со старинным обычаем бросать в костер кости животных после праздничных трапез. Фольклорные записи, собранные в Ирландии в 20 веке, позволяют увидеть некоторые региональные особенности празднования середины лета. Так, в графстве Слайго, к примеру, накануне Дня Святого Иоанна разводили большие костры на холмах и перекрестках дорог. Молодежь собирала торф и хворост и водила хороводы вокруг огня. Юноши и девушки прыгали через пламя на удачу. В графстве Донегал из праздничного костра брали горящие ветви и бросали их на поля.
Считалось, что это поможет защитить посевы и обеспечит хороший урожай. Была еще такая распространенная традиция в Ирландии – проводить скот через дым или затухающие угли. Люди верили, что это может помочь уберечь животных от болезней и обеспечить обилие молока. В графстве Голуэй люди собирались у костров, пели песни, танцевали и рассказывали разные истории у костра. После праздника некоторые уносили с собой полуобгоревший кусочек торфа из праздничного костра и бросали его в картофельное поле, надеясь на благословение для будущего урожая. Кострам солнцестояния вообще придавалось большое значение. Считалось, что ритуалы, проводимые в эту ночь, могут повлиять на жизнь и быт людей. Например, если у кого-либо плохо рос урожай, обычно говорили так: «Дождись ночи костров, и увидишь, как все сразу же изменится к лучшему». Речь идет как раз-таки о ритуалах бросания горящих веток из праздничного костра или недогоревших кусочков торфа на поля. Подобные поверья показывают, что этот праздник воспринимался не просто как народное гуляние, а как особое время года, обладающее почти магической силой. Так что как раз-таки канун Дня Святого Иоанна воспринимался как время середины лета. В одной из фольклорных записей говорится, что ночь Святого Иоанна приходится на середину лета так же, как Рождество приходится на середину зимы. Христиане, кстати, проводили символическую параллель между словами Иоанна Крестителя «Ему должно расти, а мне умоляться» и годовым движением Солнца. После праздника Рождества Иоанна Крестителя дни постепенно становятся короче, тогда как после Рождества Христова, зимой, световые дни вновь начинают постепенно увеличиваться. Вот так природный цикл получил богословское толкование. Таким образом, в народном сознании Иванов день оказался тесно связан с летним солнцестоянием, даже если даты астрономического и христианского праздников не совсем совпадали друг с другом. Любопытно, что похожие традиции существовали не только у кельтских народов. У славян с праздником летнего солнцестояния, а позже с праздником Рождества Иоанна Крестителя также связаны костры, народные гуляния, обряды очищения. Известный праздник Ивана Купалы во многом напоминает ирландский и шотландский Иванов день. Но, как мы видим в обоих случаях, христианский праздник наложился на более древние народные традиции середины лета. Почему Рождество Иоанна Крестителя, вот этот День Святого Иоанна, так важен для историков и исследователей фольклора? Да потому что о дохристианских обрядах летнего солнцестояния сохранилось очень мало прямых свидетельств. Однако многие древние обычаи продолжали жить в народной культуре уже после принятия христианства и со временем оказались связаны с новым праздником. Так что, переплетясь с христианским праздником, древние традиции сохранились и продолжили свое существование в народных обрядах и поверьях. В праздновании летнего солнцестояния оказались переплетены как отголоски кельтских традиций древности, так и христианский праздник, который помог сохранить часть древнего наследия до наших дней через народную память как раз-таки. И хотя мир спустя тысячелетия сильно изменился, люди по-прежнему встречают это время года как особый момент природного цикла. Потомки кельтских народов, как и многие другие жители Европы, продолжают собираться у древних памятников, зажигать праздничные огни и отмечать середину лета. Ведь летнее солнцестояние – это не только астрономическое событие, но и напоминание о древней связи человека с природой, светом и сменой времен года, которая объединяет людей уже многие тысячи лет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч в следующих моих видео.